Настало 16 мая, суббота. Приветствую всех, с вами, как всегда, по субботам Руслан Левиев со свежей сводкой с войны. Сегодня я построю свой рассказ хронологически, поэтому сначала быстро пробегусь по тем темам, на которых закончил в прошлый раз, а уже потом перейду к актуальным новостям. Прошлую сводку я начинал со слов, что если вы смотрите это из России, то вы и есть сопротивление. Это был мой намек на то, что вроде бы как на 9 мая собирались отключать в целом весь мобильный интернет, мобильную связь, а может даже и проводной интернет. А значит, если вы в таких условиях как-то смогли пробиться, зайти на YouTube и посмотреть свежую сводку, значит вы и есть сопротивление. Вы умеете противостоять цифровой диктатуре. На этой неделе в своих сводках и эфирах я продолжу обсуждение отключения мобильной связи и интернета и влияние этого на угрозы беспилотников. Я по-прежнему настаиваю, что как нету непобедимого, непробиваемого комплекса противовоздушной обороны, так и нет одной меры, которая полностью устраняет угрозу атаки беспилотников. Поэтому, если вы видите, что вроде бы как все глушится и отключается, а беспилотники все равно прилетают, это не значит, что эти меры абсолютно бесполезны и не оказывают какого-либо влияния. Меньше всего мне хотелось бы выступать адвокатом ограничений цифровой свободы, но я просто стараюсь разъяснить для вас, как это все работает. Если у вас есть задача поразить своими дальнобойными беспилотниками какой-то далекий объект противника, то наличие мобильной связи по маршруту следования заметно упрощает эту задачу. Вы просто покупаете местную сим-карту и организовываете для своего беспилотника резервный или даже основной канал связи, а также геопозиционирование. Практика использования мобильной связи в беспилотниках существует уже не первый год. И не первый год с нею борются. Отсюда же появились и правила охлаждения российских же сим-карт, когда они возвращаются на территорию России из роуминга, и первые сутки, кажется, не работают. Вопрос только в поиске баланса между ограничениями и работой гражданской инфраструктуры. Как сделать так, чтобы, с одной стороны, ваш противник не мог пользоваться мобильной связью на вашей территории, с другой стороны, чтобы вводимые вами ограничения не рушили экономику, местный бизнес, банки и так далее. Российские власти в этом не очень заморачиваются и просто отключают рубильник в целом, наплевав на все вторичные последствия. Украинская сторона, которая тоже применяет свои способы ограничения мобильной связи, работает по-другому. Об этом на неделе в очередной раз вспомнил известный российский Z-автор Алексей Чедаев. Он говорит, что вот украинцы смогли заставить операторов сотовой связи выявлять тех новых абонентов, которые конкретно в данный момент времени двигаются со скоростью более 60 км в час. И точечно отключать именно этих абонентов, не трогая остальных. Таким образом, блокируются подозрительные сим-карты, которые, скорее всего, установлены в российских беспилотниках. Но при этом не возникает социального взрыва из-за того, что весь интернет упал, ничего не открывается, такси не вызвать, в приложение банка не зайти, доставку еды не заказать. Так что проблема российских силовиков тут не в способе, а в том, как он применяется. Чуть более эффективным средством против воздушных угроз является политическое ПВО, так и называют Дональда Трампа. Как вы помните, ни украинский, ни российские односторонние режимы прекращения огня ни к чему не привели. Атаки продолжались. И только когда вышел Трамп и объявил, что обо всем договорился, и что будет 3 дня перемирия, 9, 10 и 11 мая, вот только тогда ситуация поменялась. Это не привело к полноценным дням тишины, но масштаб атак был заметно меньше. Впрочем, как и во всех предыдущих подобных перемириях. Все 3 дня трамповского перемирия продолжались атаки беспилотниками, хоть и в заметно меньшем масштабе, и только по приграничным, прифронтовым регионам. Мы отдельно обратили внимание на формулировку сводок Минобороны России в те дни. Бросалось в глаза, что, как и в любой обычный день, Минобороны России писала в сводках, что они нанесли такие-то удары, но добавляла везде, что это в ответ на очередные украинские удары. Ну, такое, знаете, прям как в детстве. А он первым начал. Сам парад в Москве прошел без эксцессов. Никакие беспилотники не пытались атаковать Москву. Просматривая фотографии с парадом, я натолкнулся на снимки спецназа Службы безопасности президента России, которые на параде были вооружены еще и гранатометами. Позднее я нагуглил, что, оказывается, Путин еще в начале нулевых настолько серьезно усилил свою охрану. У Ельцина ФСОшники были вооружены только стрелковым оружием, а вот при Путине им выдали гранатометы на случай засады на кортеж президента. Это решение было принято за много лет до заговорщика Шойгу и до мятежника Пригожина. Обещанного ответного удара в случае украинской атаки по центру принятия решений во время перемирия тоже не было.
Но буквально сразу после окончания перемирия пошли предупреждения от украинских военных и чиновников, что они видят, как российская армия готовится к особенно большой воздушной атаке. Информация об этом приходила и от собственной украинской разведки, и от европейских и американских партнеров. Такие вещи действительно можно зафиксировать, потому что массовые атаки требуют предварительной переброски большого количества вооружений к местам снаряжения и пуска. В итоге 13-14 мая состоялась самая массовая воздушная атака России по Украине за все время войны. Год назад, прошлым летом, мы с вами обсуждали, что вот идут атаки, когда за сутки используется 500, 600, 700 беспилотников. И вполне возможно, до конца лета мы увидим такую атаку, где за сутки будет запущено больше 1000 беспилотников. В прошлом году этого не случилось. А вот в этой атаке 13-14 мая было не то, что больше 1000, а больше 1500 беспилотников за сутки. Плюс добавьте сюда еще более полусотни ракет, из которых примерно половина – это баллистические, то есть особенно сложные для перехвата. И хотя с момента окончания трамповского перемирия прошло 2 дня, сложно не припоминать те слова российских чиновников, что такая атака по Киеву будет в случае попытки срыва парада 9 мая. Этой попытки в итоге не было. А первая же массовая воздушная атака России после перемирия как раз по Киеву, как раз с применением ракет и огромного количества беспилотников. Так что сложно не увязать одно с другим. Сложно утверждать, что «ой, это никак не связано с перемирием». Поэтому я считаю, что в последующем на всех возможных переговорах, когда какие-нибудь представители Трампа будут говорить что-то вроде «вы должны договориться с Россией», нужно припоминать, чего стоят российские гарантии. Даже в тех случаях, когда их анонсировал сам Трамп. Такие гарантии будут стоить не дороже бумаги, на которой они напечатаны. Одна из ракет Х-101, которые были применены по Киеву, попала в жилой дом в Дарницком районе Киева, из-за чего обрушился целый подъезд. Сейчас спасательная операция на месте удара уже завершена. И по последним данным известно про 24 погибших и более полусотни пострадавших. И среди погибших есть 3 детей. Мы посмотрели окружающий район вокруг этого дома и не нашли ничего, хоть как-то подходящего под логику военных целей. Одномоментно в этом доме, в который прилетела ракета, погибли десятки людей. Поэтому, конечно же, удар является главной новостью нескольких дней. Но я хотел бы отметить, что от беспилотников все равно погибает сильно больше людей. Но поскольку беспилотник за раз убивает, допустим, 2-3 человек, то это не так заметно для массовой общественности. И в каком-то смысле становится такой кровавой рутиной. Хотя, повторюсь, за каждый месяц ударов беспилотников набирается намного больше погибших, чем от всех ракетных атак вместе взятых. Я это к чему говорю? Сейчас все встрепенулись, типа, ого, ракетная атака, десятки погибших. Следующая такая атака может произойти через неделю, 2 или больше. А вот атаки беспилотниками с погибшими, они практически каждый день. Вот это на такую страшную атаку Владимир Зеленский дал поручение подготовить и провести адекватный ответный удар. В итоге Минобороны России отчиталось о 355 беспилотниках, пущенных Украиной по России. Некоторые из них прилетели в Рязань и поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Еще как минимум один из беспилотников врезался в высотный жилой дом в Рязани. В результате 4 человека погибли, один из которых – ребенок. Еще 28 человек было ранено. Не сомневаюсь, что теперь, в свою очередь, российская сторона подготовит ответ на ответную атаку. Мы с вами зашли на черный круг этой кровавой карусели, которая никогда не остановится. До лета осталось 2 недели. А вот по нашим наблюдениям, каждый раз летом как раз больше погибает гражданских. И наблюдая за тенденциями этого года, я, к сожалению, предполагаю, что в одном из летних месяцев количество погибших гражданских по обе стороны линии фронта перевалит за 400 человек. Сейчас в табличке нашей команды, которая ведет учет всех потерь, самым кровавым значится июль прошлого года, когда суммарно по обе стороны линии фронта погибло 363 человека. А на второй позиции этой таблицы апрель этого года с 309 погибшими. И это еще только апрель, не лето. Во время российской атаки по Киеву на этой неделе российские беспилотники опять прижимались к границе с Беларусью. И особо показательным, что на одном отрезке маршрута беспилотники не стали срезать выступ по более короткому маршруту с недолгим залетом в воздушное пространство Беларуси. Вместо этого они сделали крюк, оставаясь в воздушном пространстве Украины. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестов из этого делает вывод, что Беларусь не дает разрешения России использовать свое воздушное пространство для атак по Украине. Мне же кажется, что здесь причина в другом, а именно в новой тактике. В конце марта Украина несколько дней подряд атаковала беспилотниками порт в Усть-Луге Ленинградской области.
те же дни начали синхронно появляться сообщения об украинских беспилотниках, упавших в разных восточноевропейских странах. Именно с того момента пошли разговоры о том, что якобы европейские страны предоставляют Украине свое воздушное пространство для атак по России. И мы внимательно изучали этот вопрос, следили за тем, где в последующем опять обнаруживались упавшие украинские беспилотники. И практически каждый раз это было где-то вблизи границы России и одного из европейских государств. Теперь же мы видим, как российские беспилотники прижимаются к украинско-белорусской границе в ходе своей атаки. Моя теория заключается в том, что полеты беспилотников вдоль границы противника с сопредельными государствами снижают шансы его сбития. Почему? Потому что в этих районах расчеты противовоздушной обороны будут вести себя более осторожно, более боязливо и аккуратно. Боевой беспилотник ведь не имеет транспондера. Он не сообщает в радиоэфир, кому он принадлежит, куда летит. Поэтому, когда ПВОшники замечают его на радаре, им сначала нужно убедиться, что это враг, и что это не беспилотник пограничников сопредельного государства. Но мало ли, может, они так патрулируют свою границу и случайно залетели на вашу территорию. Если расчет ПВО вооружен зенитными ракетными комплексами, то тут еще больше рисков. Даже если вы убедились, что это вражеский беспилотник, есть шанс, что ваша зенитная ракета промахнется, не самоликвидируется после промаха и улетит на территорию сопредельного государства. И может даже убьет там кого-то, как это было в ноябре 2022 года, когда украинская ракета С-300 улетела в Польшу и случайно убила там 2 человек. Так что в такой ситуации лучше отзвониться начальству, уточнить, как реагировать и получить приказ. Беспилотник же, он не будет вас все это время ждать. Он уже улетит дальше. Вот так и работает эта тактика, как я считаю. Грубо говоря, вы прикрываетесь сопредельными государствами, вынуждая силы ПВО больше осторожничать. Я не могу прям утверждать, что такая тактика существует, но это моя рабочая версия. Кто-то скажет, что российские беспилотники прижимаются к границе с Беларусью, потому что на белорусской территории находятся ретрансляторы, обеспечивающие связь. Да, такое тоже есть. Но я считаю, что для связи с ретрансляторами нет необходимости настолько прям облизывать границу. Ну посмотрите, какие маршруты рисует и публикует украинская сторона. Там беспилотники летят чуть ли не над самой границей. Позади уже половина мая, и пока что резкого увеличения темпов продвижения России по фронту мы не видим. Для тех, кто пропустил, что было в предыдущих сериях, я ранее говорил, что май и июнь очень важны для замера положения российской армии и того, как меняется ход войны, и меняется ли он. Май и июнь традиционно каждый год были периодами самых заметных прорывов российской армии. И на всех графиках темп продвижения в мае и июне всегда сильно выделялся. Четверть этого периода уже позади. И пока тишина. Какие-то изменения есть сейчас только на 2 флангах славянского направления – восточном и южном. В начале недели украинский мониторинговый проект Deep State сообщал о продвижениях российской армии в районе Калиников, Резниковки и Рай-Александровки. А уже вне информации проекта Deep State, самостоятельно наблюдая за боевыми действиями и линией фронта, мы отмечаем продвижение российской армии к востоку от Константиновки. Часто отмечается присутствие российских штурмовиков в Новодмитровке. На этой неделе они стали появляться и в Молочарке. Как и предсказывалось многими, российские силы пытаются окружить Константиновку с 2 сторон. С запада они уже давно концентрируются в Берестке, Ильиновке и Долгой Балке. Ну и восточный фланг Константиновки, который я сейчас описал. Больше всего я выпал в осадок, извините за такие жаргоны, со статьи Financial Times про захват Донбасса. Некие их источники, которые контактировали с Путиным, говорят, что военное командование России убедило президента, что они смогут захватить весь Донбасс до осени. Честно говоря, тут за версту несет какой-то манипуляцией. То ли эти самые источники манипулируют журналистами, то ли что, непонятно. Но понятно, что Путину хотелось бы, чтобы за 3,5 месяца Россия вышла на административные границы Донецкой и Луганской областей. Но все же мне видится, что он не настолько уж прям идиот. Да, он явно верит докладам Герасимова про то, что Купинский плацдарм давно зачищен, что Константиновка захвачена на 60% и так далее. Но все же в этих заявлениях в кредит всегда знали какую-то меру. Никогда в них не прописывали многие десятки километров. Герасимов же не докладывает сейчас, что половина Харькова под контролем России, а Сумы окружены. Также и здесь, особенно на фоне 25 года, который тоже не отличался темпами. С чего бы вдруг Путин поверил в такое волшебство? Ну какая-то чушь, ей-богу.
Но зато наверняка в сентябре некоторые спикеры воспользуются этой заметкой, заявляя, что российское летнее наступление провалилось полностью. Ну потому что они же планировали захватить до сентября весь Донбасс. Они захватили. Значит, задача провалена полностью. Вам может показаться это странным, но лично я считаю, что текущий темп войны абсолютно устраивает Владимира Путина. Вот вы припоминаете, чтобы Путин устраивал какую-то публичную порку Белоусову, Герасимову в начале года за то, что они затягивают войну, не достигли серьезных успехов в прошедшем году? Может, кого-то наказали за это? Нет, не было такого. Помните ли вы новости о том, что Путин стучит ножкой и требует срочно, в ущерб даже всем остальным сферам экономики, удвоить производство беспилотников и ракет? Готовится к крайним мерам в виде второй волны мобилизации. Потому что что это такое? Почему в прошлом году так медленно продвигались? Ну-ка давайте быстро исправляем ситуацию. Тоже не было такого. Не знаю, как вы, но я из этого делаю выводы, что Путина устраивает такой темп войны. Даже тот, который заявляет Герасимов. Повторюсь, Герасимов не заявлял, что мы уже под Харьковом, под Сумами, а к концу недели возьмем Краматорск. Похоже, что главная задача – это не выйти на определенную границу к такой-то дате, а выстоять дольше, чем противоположная сторона. Показать всему миру, что Россия несгибаема, что невозможно ее подчинить своей воле, что именно она будет диктовать условия. Да и потом, у меня постоянно ощущение дежавю. Я каждые полгода-год встречаю ровно такие заголовки. Путин поставил задачу захватить Донбасс к 9 мая. Путин поставил задачу захватить Донбасс до конца года. Путин поставил задачу захватить Донбасс до конца лета. Это не война за то, кто быстрее. Это война на истощение. Война за то, кто дольше простоит. Украинская сторона тоже это прекрасно понимает. Поэтому придумывает постоянно новые способы, как лишить российскую военную машину ресурсов. Это удары по НПЗ, например, которые призваны лишить российское государство денег, которые закидываются в топку войны. Это и вот новые задачи такие, которые озвучатся Владимиром Зеленским и новым министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Я имею в виду задачу выбивать по 50 тысяч человек из российской армии ежемесячно. Я уже несколько раз комментировал эту цифру, говоря, что если мы имеем в виду 50 тысяч именно убитых, то это абсолютно недостижимая цифра. Ну, нету столько людей на фронте одновременно. И вот сейчас командующий сил беспилотных систем Украины Роберт Брауди, он же Мадяр, заявил, что среди подразделений беспилотников ВСУ вводится новый показатель эффективности, который будет называться «Стандарт 10». Подразумевается, что каждый расчет дроноводов, или даже каждый дроновод, вероятно, должен иметь не менее 10 подтвержденных поражений солдат противника каждый месяц. Как-то запахло радянщиной, советским подходом. Вы не находите? Прям как в былые времена. Каждая шахта должна добывать 10 тонн угля. Каждая корова должна давать 10 литров молока. А теперь вот каждый экипаж дроноводов должен выбивать по 10 солдат в месяц. При этом ВСУ, начиная с этого года, и так отчитываются, что они выбивают более чем 30 тысяч российских солдат в месяц ударами беспилотников. И они же заявляют, что это больше текущего набора российской армии. Откуда вы еще 20 тысяч в месяц возьмете-то? Их же тупо нет на передовой. Получается, чтобы вы достигли желаемой цифры, это сначала российская армия должна удвоить свой набор на контракт. К тому же за дроноводами ведь закреплено определенное направление, определенный участок фронта и его глубина. Условно, вот твой экипаж отвечает за район Боровой в Харьковской области на глубину 15 километров от линии фронта. Ну так там может не быть необходимого количества российской пехоты на такой глубине фронта, чтобы все ваши экипажи обеспечить выполнением плана. И что тогда? Дроноводы будут бегать искать, где им найти еще 5-6 российских солдат, чтобы выполнить норму. Но это какая-то прям палочная система. И главное, сами ведь придумали вот эту бредовую, но зато красивую цифру в 50 тысяч человек в месяц. И теперь носятся вокруг нее, придумывают, как достигнуть ее, чтобы быстрее победить в войне на истощение. Если же говорить о российских дроноводах, то на этой неделе появилось первое подтвержденное имя российского оператора беспилотников, который подписал контракт на службу в войсках беспилотных систем, будучи студентом. И погиб. 23-летний Валерий Аверин учился на последнем курсе в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий. Там же он и подписал контракт. После этого он 3 месяца проходил обучение на оператора беспилотника. А сразу после обучения, 24 марта, был отправлен на войну. 2 апреля он последний раз звонил своей приемной матери и сказал,
что уезжает туда, где нет связи. А 8 апреля, то есть спустя 2 недели после окончания обучения, ей сообщили, что Валерий погиб при минометном обстреле. Я в очередной раз напомню, что должность оператора-беспилотника не является сколько-нибудь безопасной в российской армии. Еще с прошлого года российская армия начала часто размещать дроноводов непосредственно на передней линии фронта, поскольку благодаря этому беспилотник может улететь сильно дальше в украинские тылы. Но одновременно это и резко повышает риски для самих дроноводов. Есть и другие уловки, которыми заманивают на войну. Сейчас в новостях обсуждают, что Госдума приняла законопроект о списании контрактникам просроченных кредитов на 10 миллионов рублей. И наверняка сейчас где-нибудь в регионах вербовщики будут говорить потенциальным кандидатам: прикинь, ты можешь набрать кредитов на 10 миллионов рублей и не возвращать. Тебе ничего не будет. А помимо этого, еще и от самого Минобороны России получишь много миллионов за подписание контракта. Короче, мультимиллионером будешь. Так вот, это неправда. Принятый законопроект будет списывать только те долги, по которым до 1 мая этого года уже был выписан исполнительный лист. Если же вы взяли кредит позже, или если вы с вас пока что не пытались взыскивать неоплаченный кредит, нет исполнительного листа, то этот законопроект на вас не распространяется. Ну и закончу сводку на словах о том, что вчера нашей команде исполнилось 12 лет. В мае 2014 года мы еще не предполагали, что мы станем полноценной командой, что это станет нашей постоянной работой. Но именно тогда, с первыми боевыми столкновениями на Донбассе, мы сформировали свой чат в Телеграме, который продолжает существовать и сейчас, который и превратился в CIT. У нас даже название чата так ни разу и не поменялось за эти 12 лет. Чат по-прежнему называется «Putin at War», то есть «Путин на войне», ну или «Путинская война», что-то в этом роде. Короче, автор этого YouTube-канала, Максим Кац, не раз говорил, что если какой-то проект не поддерживается активно общественностью, значит, такой проект и не нужен. Если же вы считаете, что мы нужны, то все ссылки есть в описании. Но я пойду собирать материалы для вас, для последующей сводки, на которой мы увидимся ровно через неделю. Пока!